Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, как и обещал, я расскажу о радио Neva PT322. Этому радио примерно года 2. Находится оно в квартире родителей, оно никогда не включалось в обычную электросеть. В принципе, оно абсолютно новое, им пользовались просто как говорилка, но вот в таком вот режиме. На первой кнопочке у них все время говорит. На этом все. Вот, что можно сказать об этом радио чудо-приемнике? Сзади оно выглядит вот так вот. Его можно повесить на стену. Есть крепление для стены. Это радио для городов России, кроме Москвы, потому что оно на 30 вольт рассчитано. В Москве на 15 вольт такое же надо покупать. Иначе работать не будет. Вот. Их два типа. Это важно. Сейчас я его включил в розетку. Вот эта клавиша включает сеть. Вот. Тут загорелась кнопочка зелененькая, что сеть подключена. Так, включаем звук. Вот сейчас включена первая кнопка. Включаем вторую кнопку. Это радио Маяк. Включаем третью кнопку. Здесь должно быть еще одно радио, но оно почему-то не вещает. В Петербурге вообще беда какая-то с этими кнопками. В моей квартире, где я живу, вообще только одна клавиша работает. В этой две, как видите. Первая и Петр Фоменко стал режиссером. Третья не работает. Ну-ка, что-то заработало? А нет, что-то работает, но это вот на полную громкость. Считайте, что не работает в общем. Да. Вот. Здесь вот есть такой переключатель. Радио и таймер. Я так понимаю, что должно загореться вот это вот табло внизу и выставляться время на таймере. Но нет. Напоминаю, радио новое. Сеть не включалась. Этим переключателем никто никогда не пользовался. Единственное, что происходит при этом переключателе, первая кнопка работает, а вторая и третья не работают. В режиме радио работает, как бы все кнопки должны работать. Если выключить из сети, ну я выключу переключателем, то естественно оно будет просто работать в режиме громкоговорителя, но только на первой клавише. Вот, выглядит оно вот такой вот толщины. В принципе, достаточно толстенькая. Можно подключить наушники к нему. Ну, не знаю. Меня разочаровывает то, что дисплей на нем уже не работает. Выводы сами делаете. Стоит вам его покупать или нет. Для сравнения хочу еще раз показать радио, которое находится у меня в квартире. Это радио Россия PT223 FM. У этого радио есть индикация текущего времени. Есть ручка громкости на задней части радио. Эта ручка работает, когда радио отключено от сети, и работает только первая программа. То есть громкость прибавляется и убавляется. Далее есть вот такая вот простая кнопка со стрелочкой. Она переключает программы. Первая — это радио, которое через радиосеть вещает. Вторая кнопка должна быть радио Маяк. Но почему-то в моем доме оно не работает. По этому вопросу я еще сделал отдельное видео. Звонил своей компании, которая занимается моей радиоточкой. Сказали, мастер придет в течение 10 рабочих дней, но он так и не появился. Этот разговор я тоже выложу на YouTube. Так, здесь должна быть третья радиостанция. А четвертое нажатие кнопки, поскольку это с FM радио, переключает в режим поиска радиостанции. По умолчанию у меня выставлено радио Маяк. Вот первая программа.
Вот сейчас вот выключено вообще радио. Вот это еще одно нажать. Это первая программа. Черненькие кнопочки. Это кнопки громкость плюс-минус. Когда заднюю кнопочку крутишь, которая за громкость отвечает, радио либо хуже звучит, либо лучше. Возможно, это просто из-за того, что слабый сигнал. Возможно, она еще и так тембр работает. Но, скорее всего, просто сигнал улучшается. Дальше. Кнопка «Переводить часы». Можно нажать. Одно нажатие можно удерживанием перематывать. Вот. Это минуты выставлять. Можно также держать кнопку, и минуты будут быстрее бежать. Вот. И есть такая клавиша, как установить. В режиме текущего времени, это когда шестой сигнал по радио звучит, нажимаете эту кнопочку и обнуляется час. В большую или в меньшую сторону, ну, ближайшую к часу. Вот. Это будильник. Нажимаем один раз. Видите, загорелась точечка. Это значит, будильник установлен. Еще раз нажимаете, точка погасла, будильник не сработает. Чтобы установить будильник, держим его продолжительным нажатием, где-то 2 секунды. Вот перешли в режим установки будильника. Также час, минуту выставляем, которые надо. И опять будильник нажимаем, переводим в режим часов. Вот сейчас будильник установлен, точка горит, сейчас будильник не будет срабатывать. Кнопка «Режим». Она работает на радиостанциях. Других режимов нет. Ну, то есть вот только вот в таком положении кнопка «Режим» работает, отображает либо волну текущую, либо время. Человеком, который относился к камере как... Первый раз, когда еще радиостанции не установлены, есть кнопочка «Поиск радиостанции». Это вот как радио только купили, нажимаете и держите ее продолжительно 2 секунды. И начнется поиск радиостанций. Вот, он ловит все радио, которые вещают в вашем городе. А потом как... Я уже... Тут и УКВ, и FM диапазоны. То есть расширенный диапазон УКВ получается. Вот когда радио все поймались, кнопочка FM минус, FM плюс. Настраивайте станцию, которая вам нравится. Вот это радио Маяк с усилием. Вот. Что еще рассказать? Такая же модель есть, только с термометром. Там нет радиостанции, но зато кнопочка «Режим», когда вы ее нажимаете, отображает текущее время. Второе нажатие показывает температуру в комнате. А третье нажатие, там есть еще выносной градусник, который радиостанции. Его вешают за окно и смотрят температуру на улице. Вот. В радио FM эта кнопка нужна только либо отображает на 4-й позиции, когда все 3 клавиши горят, какая частота, либо сколько времени. Ну, сзади радио также вешается, как и предыдущее, на болты. Там специально вырезанные корпусы есть. В отличие от первой радиоточки, это радио может работать как в Москве на 15 вольт, так и в других городах России на 30 вольт. Мне оно нравится намного больше. По качеству звука, ну, не знаю, звучат примерно одинаково. В степени знакомы, да, с работами и фотографов, и операторов. Вот, как правило, замечаю, что хороший фотограф... Вот на этом весь обзор. Всем удачи!